а что будет, если душа человека, который много времени проводит в играх, посчитает, что тело, игровое тело является именно центром жизни данного человека. Ведь в играх ему лучше всего, ему там интересно, у него красочная, насыщенная жизнь, а в реальности жизнь серая. И каким будет этот мир? Мир бессмертных людей, мир бесконечных возможностей. И отсюда родилась серия книг «Играть, чтобы жить». И серия оказалась успешна. Это подтверждает то, что книгу перевели на 6 языков. Немецкий, английский, чешский, польский, корейский, итальянский. Книга пришла на Amazon и принесла туда новый жанр, совершенно новый жанр литр-ПГ. И достигала первых мест в позициях продаж среди миллионов тайтлов, которые там есть. Хорошая книга – это прежде всего драма. Литр-ПГ – это та же самая фантастика, либо фэнтези, подчиняющаяся всем тем же самым канонам хорошей книги. Есть главный герой, есть драматические ситуации, которые он с трудом преодолевает. Просто обертка или мир, в котором это происходит, он имеет какие-то правила, какие-то условности. То есть это зачастую игровой мир, мир, в котором присутствует опыт, добыча, классы, персонажи и прочее. Но главная канва – это все то же самое. Люди, интересные истории, любовь, предательство, взаимоотношения. Не суть важно, что это литр-ПГ. Я очень люблю писать про эмоции и пытаюсь передать чувства, которые испытывает персонаж. И мне приходится ставить персонажей в наиболее сильно драматические ситуации, тяжелые ситуации, предательство, гибель родных, близких, друзей. Есть моменты, которые я писал, вот когда у меня глаза застилали слезы. То есть там, когда маленькая девочка, которая долго-долго ждала свою маму, и наконец-то ее видит, встречает этот крик девочки: «Мама, мама, ты где была? Я так тебя ждала». То есть это все выворачивается у меня на эмоции. И более того, читатель видит только одну линию сюжета, которую я переложил на бумагу, а я ведь пытаюсь подобрать, найти наиболее интересный сюжет, пропуская их через себя зачастую десятки. Стараешься писать эмоционально, чтобы читатель поверил в это. И это откладывает отпечаток. Действительно тяжело. То есть каждая книга заканчивается на моменте клиффхенда, когда главный герой висит над обрывом на одной руке. И это такой момент, когда, вау, хочется совершить спонтанное действие, купить следующий том и начать читать его дальше как можно скорее. Сюжет, безусловно, книги завершенный, но ожидание последующих грандиозных событий, оно настолько велико, что очень-очень хочется купить следующий том. То есть, как мне говорили кинематографисты, что каждая книга идеально ложится в формат сериала. То есть каждая глава – это законченная серия, практически история сама по себе, а каждая книга – это законченный сезон, причем с огромным желанием узнать, что будет дальше. Да, можно остановиться на любом томе и не ощущать, что история оборвалась посередине. Нет. Любой том заканчивается закрытым моментом, но очень хочется узнать, что будет дальше. То есть мир интересен. Это очень хорошо видно еще по тому же Амазону и так далее, что практически нет отсева читателей среди тех, кто начал читать первый, второй, третий том. То есть среди тех, кто начал читать второй том, например, к третьему переходит больше 95%. Нету людей, которые бросают книгу. Если ты начал читать серию, и она тебе понравилась, до 7-8 тома практически нет просадки. Люди читают, не отрываясь. Это очень важный момент. Зарубежному читателю, если судить по отзывам на Амазоне, интересна психология русского человека, русский мир как таковой. То есть для них во многом он неизвестен, а тут, наблюдая поступки главного героя, анализируя, они просто могут открыть для себя совершенно незнакомый мир. То есть, а кто такие эти русские люди, а как они живут, а какая у них мотивация, а как они поступают в той или иной ситуации. Они просто начинают понимать эту культуру. Она действительно другая, она действительно интересная, она описана через множество различных примеров, начиная от вкусной кухни, заканчивая взаимоотношениями мужчины и женщины, и понятие родины, понятие патриотизма. Да, это не пустая канва какая-то, не фоном идет, а действительно такая довольно-таки сильная линия, которая объясняет, а что такое русский мир, а что такое психология русского человека, а кто он такой вообще, этот русский.
Он действительно с балалайкой, бутылкой водки, и дома у него ходит белый медведь, или это кто-то другой? Вот если человеку интересно действительно понять, узнать, увидеть изнутри, вот что им движет, какая у него мотивация, а как он относится к себе, а как он относится к друзьям, а как он поступит в ситуации, когда нужно выбрать а, родина или деньги, любимая женщина или друг, а, достаток или прибыль, например, но отобрать это у кого-то другого. То есть понять этого человека, понять эту культуру во многом поможет эта книга. Большая часть отзывов на том же Амазоне от иностранных читателей именно о том, что это помогло понять, а кто такие эти русские. То есть вот неожиданно это было. То есть книга не была адаптирована для иностранного читателя. Не было даже замена имен, замена событий. Может быть, правильным бизнес-решением было перенести события в Америку, заменить героев, что мне неоднократно советовали. Или хотя бы какие-то простые вещи там для понимания, не знаю, блюда хотя бы заменить кухни. Но нет, было все оставлено как есть, потому что действительно очень хотелось показать нашу культуру, и это часть миссии, часть книги. И это получилось, и это понравилось иностранному читателю. Большая часть положительных отзывов именно в этом. Помимо фантастики, помимо развлекательного момента, помимо обучающего момента, книга действительно показывает множество ситуаций и, как мне кажется, правильный выбор в этих ситуациях. Как поступить правильно, когда не нужно бежать и пугаться, когда нужно найти силы в себе и собраться, когда нужно помочь, когда ты помогаешь и без какой-то корысти и прочее, прочее. Множество таких ситуаций, мне кажется, в которых мы пытаемся обучить читателя, как поступать в жизни правильно для того, чтобы быть действительно хорошим человеком.